Добрый день, дорогие друзья, с вами компания Pogumax, меня зовут Александр, и в этом видео обучении я расскажу вам, как пользоваться программой Pogumax Designer, как создавать в ней различные анимации, как встраивать их в интерьер, и мы разберем весь функционал программы, какие она имеет возможности. Итак, у нас имеется папка из программы, которую вы скачали. Давайте откроем ее и запустим файл Pogumax Designer. Программа у нас загружается. Все, она загрузилась. Из себя она представляет темное поле и меню, в котором есть несколько вкладок, в которых вы можете производить определенные настройки. Это меню можно перемещать в любую часть экрана. Левой кнопкой мыши вы нажимаете на серое поле и перемещаете его куда вам удобнее. А также его можно скрыть, нажав на клавишу Escape. И также нажимаете на Escape, чтобы оно снова появилось. Программа работает в двух режимах, то есть это режим настройки, в котором вы настраиваете какие-то области, настраиваете список эффектов, добавляете какие-то свои фото, видео, текст, и после этого все эти настройки вы воспроизводите во вкладке воспроизведения. Давайте сейчас для примера просто запустим программу без каких-либо настроек и посмотрим, что у нас будет проецироваться на стену. Нажимаем Play. У нас появляется список эффектов, и давайте какой-нибудь случайный эффект запустим. Например, вот этот. Вот мы видим, что на стену у нас проецируется изображение. Без каких-либо областей, без ничего, просто как будто мы обычное видео запустили с экрана нашего компьютера. Собственно говоря, все. Можем это закрыть. И давайте теперь мы более подробно разберем каждую вкладку, для чего она нужна и как вы можете программу под свой интерьер настраивать. Итак, давайте разберем первую вкладку. Это у нас вкладка «Карта». В данной вкладке мы можем рисовать области, те области, с которыми будет взаимодействовать проекция, те области, с которыми взаимодействуют эффекты. Эти области будут на стене затемняться, и на них проекция попадать не будет. То есть мы можем выделить какие-то картины, мебель, двери, арки, окна, то есть любые предметы, и на эти предметы проекция у нас не будет попадать. Давайте для примера нарисуем области вокруг картин, которые у нас есть на стене, и сделаем так, чтобы проекция отображалась только вокруг них. Для этого нам нужно мышкой на стене обвести эти картины. То есть мы наводим уголок картины мышку и нажимаем левой кнопкой один раз. Все, у нас появилась точка, и от этой точки мы создаем область, обведем эту картину. Еще раз. Левой кнопкой мыши нажимаем и еще раз. Все, картину мы обвели. Для того, чтобы закончить эту область рисовать, нужно правой кнопкой нажать один раз. Все, область у нас создана. И аналогичным образом обрисуем области вокруг остальных двух картин. И правой кнопкой в конце. И давайте теперь запустим какую-нибудь анимацию и посмотрим, как это у нас будет выглядеть на стене. Давайте, например, вот эту. То есть мы видим, что на картинах проекция у нас не отображается, и создается такое впечатление, будто у нас аквариум за картинами находится, хотя это всего лишь видеопроекция. То есть таким образом и создается этот самый эффект. Все, можем это закрыть. То есть таким образом вы можете обрисовать любой предмет, неважно какой он формы.
может любой. Вот. И кроме того, вы можете отдельно настраивать определенную область для определенного эффекта. То есть мы сейчас настроили 3 области для всех эффектов. Вот они у нас все выделены. Но мы можем отдельно настроить область для какого-нибудь определенного эффекта. Давайте, например, мы настроим область для вот этого эффекта. То есть здесь у нас настроены области для всех, и для вот этого отдельно мы нарисуем еще какую-нибудь область, например, какую-нибудь треугольную. Просто так. И запустим. Вот мы видим, когда мы запускаем этот эффект, у нас эта область отображается. Если мы запустим следующий, то ее у нас не будет, у нас будет только 3 этих области, которые мы нарисовали в предыдущий раз. Точно так же отдельно вы можете рисовать любую область для любого эффекта. И кроме того, то есть вы можете удалять эти области, если у вас что-то не получилось, вам нужно будет выделить, нажать на ломаную, ту, которую вы нарисовали, она у вас загорается зеленым цветом, и нажать клавишу Delete один раз. И все, эта область удалена. Для того, чтобы выделить все эффекты, нам нужно зажать клавишу Shift, и все эффекты у нас выделяются. Вот, ну здесь все очень просто, но есть некоторые нюансы, в том числе, давайте это удалим. Вы можете рисовать любые области любой формы, но нельзя рисовать области из 2 точек. То есть вы не можете нарисовать линию. Если вы нарисуете линию и запустите воспроизведение, то это приведет к ошибке программы. И кроме того, нельзя создавать области, линии которой пересекают сами себя. То есть, например, таким образом. Это тоже приведет к ошибке программы. Я не буду это запускать, чтобы это не привело к ошибке, но знайте, что такие области желательно не создавать. Давайте их удалим. Но здесь также плюс, что если вы рисуете разные области, и, например, они у вас пересекаются, то это к ошибке программы не приводит. У вас будет просто затемняться общая площадь этих областей, внутри этих областей, что очень удобно. Давайте это тоже удалим. Ну и кроме того, вы можете не только затемнять определенные объекты, но и затемнять области вокруг них и создавать модульную проекцию. То есть мы можем сделать так, чтобы изображение у нас было только внутри этих картин, а не вокруг них. И давайте сразу это сделаем. Я покажу, как создать модульную проекцию. Нам нужно обвести области вокруг этих картин любым удобным для нас способом. То есть то, что мы обрисовали, у нас будет затемняться, как мы знаем. И давайте запустим анимацию и посмотрим, как это будет выглядеть. То есть на стене создается такое впечатление, будто у нас живые картины. То есть и общее изображение разделено просто на модули, но при этом создается общая картина, общий рисунок. Мы можем повесить больше картин и сделать, скомпоновать их любым образом и обвести как мы хотим.
Здесь все зависит от фантазии. Все, мы можем это закрыть. Значит, по вкладке «Карта» все вопросы мы разобрали. Поэтому теперь мы можем перейти к следующей вкладке, которая у нас есть в программе. Это вкладка «Эффекты». Итак, вторая вкладка в нашей программе – это вкладка «Эффекты». Здесь содержатся те эффекты, которые у нас будут воспроизводиться. То есть вы можете галочками отмечать определенные эффекты, и эти эффекты у нас будут в списке воспроизведения. Для того, чтобы убрать выделение со всех эффектов, нужно нажать вот эту вот галочку. И выделение у нас ушло. Мы можем выделить, например, вот эти эффекты. И только эти эффекты у нас будут в списке воспроизведения работать. Все, можно это закрыть. Вот эти все эффекты, которые у нас есть, они находятся в папке PGM. И здесь сразу имеет смысл рассказать, как правильно работать с базами анимаций. Мы можем выйти из программы. Заходим в папку PoguMax Designer, и вот здесь у нас находится эта папка PGM. Здесь находится список тех эффектов, которые у нас отображаются во вкладке «Эффекты». И во вкладке папки «Базы анимации» у нас находится весь список анимаций, который разбит по разным тематикам. То есть вы можете самостоятельно брать те анимации, которые вам нужны, добавлять их в папку PGM и тем самым формировать списки воспроизведения. Ну, давайте, например, добавим базу анимаций Новый год. Нужно их скопировать. Те анимации, которые есть в папке PGM, можно удалить. Эти анимации у нас все равно есть в папке базы анимации. Вы потом сможете их опять сюда добавить, если они вам нужны. Нажимаем «Вставить». И новогодняя анимация у нас копируется. Кроме того, вы можете вставлять в программу свои видеоролики. Любые видеоролики популярных форматов в папку видео вы можете их добавлять. И они также будут в списке воспроизведения отображаться. В конце этого списка они будут. То есть вы также сможете для своих видео добавлять какие-то области. И также работать с ними, как и с теми анимациями, которые есть в программе. Так, новогодние анимации у нас скопировались. Давайте зайдем снова в программу. Вот во вкладке «Эффекты» теперь у нас отображаются те анимации, которые мы добавили в папку PGM. Можем их воспроизвести. Вот мы видим, что у нас новогодние анимации. Кроме того, эффекты у нас делятся на два типа. Это программные эффекты, которые взаимодействуют с областями, то есть взаимодействуют с интерьером. И эффекты, то есть просто видеоролики, для которых вы также можете области какие-то задавать, затемнять их. И давайте для примера разберем какой-нибудь программный эффект, например, эффект падения. То есть эффект падения — это когда у нас сверху на те области, которые мы задали, падают какие-то предметы и от них отталкиваются. И создается такое впечатление, будто у нас эти предметы отталкиваются от картин, например, если мы их обвели. То есть давайте сразу покажем, как это у нас будет выглядеть. Снова обведем во вкладке «Карта». Обведем эти картины, зададим для них области. Заходим в эффекты, выбираем эффект падения. И здесь нам нужно загрузить картинки в формате PGM. Эти картинки должны быть с прозрачным фоном. То есть собственно говоря, то, что мы выделили, то и будет падать у нас
на эти предметы. Кроме того, здесь вы можете настраивать количество предметов, сделать, чтобы у нас падало больше предметов или меньше. И размер объекта также задавать. Ну, давайте сделаем по умолчанию, как у нас есть, и нажмем воспроизведение. То есть на проекции мы видим, что у нас создается такое впечатление, будто у нас падают снежинки и игрушки на те картины, которые у нас есть на стенах. Что очень интересно смотрится. То есть здесь у нас на экране компьютера не видно ничего, просто области заданы темные. Вот, давайте еще посмотрим эффект огонь. Он также работает от тех областей, которые мы создали. У нас создается пламя поверх картин. Таким образом это делается. Ну, в принципе, вы самостоятельно можете разобрать все остальные эффекты, как они работают, просмотреть все базы анимаций и для себя выбрать наиболее интересные, те, которые вам нравятся, те, которые под ваш интерьер подходят. А по вкладке «Эффекты» у меня все. И мы можем перейти к третьей вкладке, которая у нас есть. Это вкладка «Воспроизведение». Итак, третья вкладка, которая есть в нашей программе, это вкладка «Воспроизведение». В данной вкладке также содержится список эффектов, которые есть у нас. И кроме того, здесь вы можете настраивать время воспроизведения каждого эффекта. Ну, например, вот этот эффект у нас воспроизводится 35 секунд. Когда мы нажимаем Play, давайте выделим все эффекты. Когда мы нажимаем Play, вот мы видим, что эффект у нас воспроизводится 35 секунд, и время отчета его идет. Можем это закрыть, и, например, мы хотим, чтобы он воспроизводился дольше, несколько минут. То есть нам нужно задать это время также в секундах. Нажимаем Enter и воспроизводим эффект. Теперь мы видим, что у нас он будет работать намного дольше. Большинство анимаций они бесшовно зациклены, то есть они не имеют ни начала, ни конца и могут бесконечно так работать в то время, которое вы им зададите. Вот, и давайте сразу разберем меню справа, которое у нас есть. То есть данное меню, как вы уже поняли, у нас позволяет запускать те анимации, которые мы выбрали. То есть у нас есть кнопка Play и Stop, которая запускает воспроизведение анимации из списка. Для того, чтобы выбрать какую-то другую анимацию, нам нужно обязательно нажать на стоп, выбрать эту анимацию и нажать Play. Вот, также мы можем переключаться между эффектами, у нас есть специальные кнопки. Вот эта кнопка переключает на следующий, вот это на предыдущий. Вот эти кнопки позволяют нам перейти в конец воспроизведения списка. То есть вот эта кнопка в начало, у нас воспроизводится первый эффект. И кроме того, то есть мы можем это меню скрыть, также нажимаем Alt-S, то есть и у нас на экране не будет ничего отображаться, кроме тех анимаций, которые мы запустили. А также вы можете переключаться между эффектами горячими клавишами. Для этого нам нужно нажать Alt-N, и мы переключимся к следующему эффекту из списка. Таким образом. И также для того, чтобы переключить на предыдущий, нам нужно нажать Alt-P. Давайте опять включим меню, нажимаем Alt-S. И для того, чтобы выйти из режима воспроизведения, нам нужно нажать на красный крестик внизу данного меню. Все, мы снова в режиме настройки, снова можем настраивать все, что нам нужно в этой программе. По вкладке воспроизведения у меня все. Давайте перейдем к четвертой вкладке нашей программы. Это вкладка «Контент». Итак, четвертая вкладка, которая есть в нашей программе, это вкладка «Контент».
В данной вкладке вы можете добавлять какие-то свои фото, текст или видеоролики и также их вставлять в проекцию. Давайте добавим какие-нибудь фотографии. Сюда вот у нас есть такое фото, изображение. Вот оно у нас появилось в программе. Для того, чтобы оно у нас отобразилось в поле, нужно нажать на него один раз, и изображение у нас появляется. Для того, чтобы переместить его в нужную нам часть экрана, нужно нажать на вот этот значок и потянуть картинку, куда нам нужно. Кроме того, вы можете поменять ее размер. Нажимаем вот на этот значок и за уголок тянем и создаем нужный размер картинки. Кроме того, вы можете это сделать вручную, задав разрешение этой картинки. То есть и у нас примерно таким образом будет создано вот такое разрешение, которое мы задали. Давайте вставим эту картинку в рамку, которая у нас есть на стене, и подгоним ее под размер этой рамки. Таким образом. Также можно добавить еще несколько изображений. Давайте сразу их все добавим. Открываем. Точно так же нажимаем. Перемещаем. Изменяем разрешение для удобства и для быстроты. Переместим ее в рамку. Подгоняем под размеры этой рамки. И еще одна картинка. Таким вот образом. И теперь мы все картинки добавили. Теперь нам нужно отметить список анимаций, на которых эти картинки будут воспроизводиться. Давайте выделим все анимации. Нажимаем Shift. И весь список анимаций у нас выделяется. Нажимаем воспроизведение. Выберем какую-нибудь анимацию. Вот мы видим теперь, что у нас в рамках находятся те картины, которые мы добавили, а на фоне этих картин работает анимация. Таким образом это работает. Давайте теперь, раз уж у нас новогодняя тематика, поздравим всех с Новым годом. То есть мы можем добавить также и текст в нашу анимацию. Нажимаем на соответствующий значок и напишем поздравления с Новым годом. Мы можем выбрать размер шрифта, сам шрифт, какой у нас будет. То есть также редактируйте, как вам нужно. Ну, давайте такой. И выберем цвет, также более новогодний. Нажимаем «Готово». Выделяем этот текст. Также перемещаем его в нужное нам место. Мы можем также изменить его размер, как хотим. Но мы этого делать не будем. У нас размер текста нормальный. Выделяем список воспроизведения. Снова запускаем. Выбираем анимацию. То есть таким образом у нас получилось настоящее новогоднее поздравление. Таким образом вы можете поздравить человека с Новым годом, с днем рождения, с любым другим праздником. Создавать такие вот комплексные картины, комплексные анимации. Здесь все зависит уже также от фантазии.
Вот. Но кроме того, то есть эти картины у нас могут быть не статичные, они могут быть динамичные. Мы можем добавить в эти картины не только картинки, но и видеоролики. То есть и в этих картинах у нас будут какие-то видеоролики воспроизводиться. Давайте картинки удалим и вместо них добавим видео. Вот у нас есть видео, также мы заготовили. Добавляем видео, перемещаем его сюда. Также меняем его размер под размеры рамки. Давайте добавим остальные. Открыть. И давайте их также подгоним. Вот это видео сюда. Вот так. Отмечаем также список эффектов. В принципе, все. Нажимаем воспроизведение. Давайте запустим эффект падения. То есть у нас заданы области, от которых отталкиваются наши предметы. У нас есть видео, которое находится в рамках и создается впечатление, что это живые картины. И у нас новогоднее поздравление, которое мы написали для всех наших гостей. То есть таким образом вы можете также создавать любые анимации, которые вы хотите. Все, мы можем это закрыть. По вкладке «Контент» все вопросы мы разобрали. Давайте перейдем к последней вкладке нашей программы. Это вкладка «Меню». Значит, в данной вкладке у нас есть несколько значков. Первый значок — это значок дискетки. То есть здесь мы сохраняем те настройки, которые мы сделали в программе. То есть те области, которые у нас есть, те видео, тот текст, который мы добавили. То есть для того, чтобы нам не запускать программу заново и не создавать все это каждый раз, когда мы запускаем компьютер, мы можем это сохранить, назвать таким-то образом, например, 1, и нажимаем «Сохранить». То есть в следующий раз, когда вы запускаете программу, вы можете открыть ваши настройки. Вот она, наша настройка 1. Нажимаем «Открыть». И теперь мы видим, что у нас уже добавлены все видеоролики, которые мы добавляли ранее, заданы те области, которые мы рисовали. Мы можем просто нажать «Воспроизведение». И все, что мы делали ранее, уже будет здесь. Но кроме того, вы можете создавать ярлыки автоматически и делать так, чтобы все эти настройки у вас запускались, грубо говоря, одним щелчком мыши. То есть давайте выйдем из программы. Для того, чтобы выйти, нам нужно нажать на вот этот крестик. И давайте создадим ярлык с автозапуском программы и с автовоспроизведением. Нажимаем в папку и создаем ярлык. Нам нужно указать расположение объекта, который мы будем запускать. Это наша программа. Папка PogoMax Designer. Вот этот файл. Окей. Нажимаем «Далее».
И готово. Теперь нам нужно в свойствах данного ярлыка прописать путь до файла, тот, который мы настроили. Здесь в окне объект нам нужно прописать такую команду. Мы пишем пробел минус p пробел, открываем кавычки и прописываем путь до файла, который мы сохранили. У нас он сохранен вот в этой папке, вот он, этот файл 1. И вот он, путь до этого файла. Копируем его и вставляем сюда. И указываем название этого файла. У нас он называется 1. И имеет он разрешение XML. Закрываем кавычки. И для того, чтобы у нас запускалось сразу автовоспроизведение, нам нужно нажать комбинацию "-s". Применить. ОК. Все, теперь, когда мы будем запускать вот этот ярлык Pogumax Designer, давайте запустим. У нас будет автоматически запускаться программа, будут автоматически запускаться те настройки, которые мы в ней сделали, те области, которые задали, те видео, которые добавили. И вы можете уже самостоятельно переключать эффекты, которые здесь есть в программе, те анимации. То есть вам ничего создавать отдельно уже не нужно. Также вы можете сохранять несколько настроек, то есть для каждого определенного случая у вас будет свой ярлык. Вы запустили, и у вас уже все работает. Что очень удобно. Можем это отключить. Вот. Собственно говоря, все возможности программы, которые у нас есть, мы разобрали. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать нам на почту или звонить, мы обязательно на них ответим. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.